Мир во власти огня, аномального холода и необъяснимых происшествий. Здравствуйте, вы на канале «Горизонт событий». В этом выпуске черный дым над Теннесси и огненное зарево у главного аэропорта Парижа. Пока Ханты-Мансийск засыпает майским снегом, на Кубани фиксируют прохождение торнадо. Смертельная полоса в Денвере и вирусный круиз у берегов Испании. От солнечных вспышек до ракетных испытаний в Индии. Хроника главных происшествий планеты в нашем обзоре. На Ханты-Мансийский автономный округ обрушился атлантический циклон, принесший в регион аномальные для середины мая снегопады и сильный ветер. Непогода, пришедшая со стороны Урала, привела к серьезным сбоям в работе инфраструктуры и вызвала транспортный коллапс на ряде дорог региона. Наиболее сложная обстановка сложилась на федеральной трассе Югра, где из-за практически нулевой видимости и образовавшихся заносов движение оказалось парализовано на участке протяженностью около 400 километров. Сотни автомобилей застряли в многокилометровых заторах. В связи с экстремальными условиями госавтоинспекция ввела временное ограничение скорости и перекрыла движение для пассажирского и грузового транспорта на ряде направлений. Порывы ветра, достигавшие 25 метров в секунду и более, стали причиной массовых аварий на электросетях. Без энергоснабжения остались десятки тысяч жителей в нескольких муниципалитетах, включая Пыть-Ях и Урай, где также зафиксированы случаи падения деревьев на проезжую часть и повреждения крыш домов. В окружной столице Ханты-Мансийске за 12 часов выпало 39 миллиметров осадков. Снежный покров и этом увеличился с 0 до 31 сантиметра. Снегопад сопровождался резким понижением температуры до -4, -8 градусов, что привело к образованию сильной гололедицы. Муниципальные службы и аварийные бригады энергетиков переведены на усиленный режим работы для устранения последствий стихии и расчистки дорог к социально значимым объектам. По прогнозам синоптиков, после 10 мая ожидается постепенное ослабление ветра и уход зоны осадков на восток. В американском штате Теннесси произошел сильный пожар на заводе по переработке пластика Sigma Renew 360, расположенном в округе Генри. Возгорание быстро охватило территорию предприятия и уничтожило 3 здания. Огромный столб густого черного дыма был виден за десятки километров, а метеорологические службы зафиксировали дымовой шлейф даже на радарах. В связи с высокой токсичностью продуктов горения пластика, офис шерифа округа Генри ввел для жителей близлежащих районов режим самоизоляции, призвав людей оставаться дома, плотно закрыть окна и двери, а также отключить системы вентиляции и кондиционирования. В борьбе с огнем приняли участие около 100 пожарных и более 20 экстренных служб из разных округов штата. Спасателям удалось предотвратить распространение пламени на соседние предприятия. По официальным данным, на момент начала пожара завод был полностью укомплектован персоналом, однако все сотрудники успели благополучно эвакуироваться. Сообщений о пострадавших среди гражданского населения или рабочих не поступало. Предварительной причиной инцидента называют нарушение техники безопасности при проведении работ на открытом воздухе. По сообщениям полиции, сотрудники завода сжигали деревянные поддоны, и из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся на основные постройки. Вечером 10 мая в Новокубанском районе Краснодарского края был зафиксирован торнадо. Вихрь прошел в непосредственной близости от станицы Бескорбной, двиняясь через поля в районе неработающей фермы. Очевидцы, проезжавшие по трассе Армавир-Отрадное, запечатляли на видео пылевую воронку, которая обладала достаточной силой, чтобы срывать металлические листы профнастила с крыш придорожных хозяйственных построек и закручивать обломки в воздухе. По данным МЧС по региону, в результате разгула стихии никто не пострадал. Основной удар пришелся на энергетическую инфраструктуру. Вихрь повредил линию электропередачи и привел к кратковременному отключению света на нескольких улицах в станице Бескорбной.
К позднему вечеру подача электроэнергии была возобновлена в полном объеме. Прохождение смерча сопровождалось комплексом неблагоприятных метеоусловий, такими как грозы и крупный град, выпавшие в Армавире, Новокубанске и Отрадненском районе. Несмотря на визуально пугающие кадры воронки, массовых разрушений жилого сектора не зафиксировано. В международном аэропорту Денвера пассажирский самолет авиакомпании Frontier Airlines, готовившийся к вылету в Лос-Анджелес, насмерть сбил мужчину на взлетно-посадочной полосе. Неизвестный намеренно перелез через защитное ограждение по периметру аэропорта и спустя 2 минуты оказался на пути лайнера, который в этот момент уже разогнался до скорости около 235 км в час. Пилоты рейса 43-45 экстренно прервали взлет, сообщив диспетчерам о столкновении и последующем возгорании правого двигателя. В момент происшествия на борту находилось 224 пассажира и 7 членов экипажа. Из-за задымления в салоне была объявлена немедленная эвакуация по надувным трапам прямо на летное поле. В ходе инцидента 12 человек получили легкие травмы, 5 из которых были госпитализированы для дополнительного обследования. Погибший мужчина не являлся сотрудником аэропорта, его личность устанавливается. В воскресенье на национальной автомагистрали Нити-Малари в округе Чамоли в индийском штате Уттараханд произошел сход горных пород, парализовавший движение на ключевом маршруте, ведущем к индо-китайской границе. Инцидент случился на фоне нестабильных погодных условий в высокогорном регионе Гархвал. По счастливой случайности, в момент обрушения на данном участке трассы не было транспортных средств, что позволило избежать человеческих жертв. В результате обрушения склона полностью было прервано сообщение с более чем 10 приграничными деревнями. Блокада дороги создала значительные трудности не только для местных жителей, отрезанных от поставок предметов первой необходимости, но и для логистики подразделений пограничных сил и индийской армии, дислоцированных в этом секторе. Для расчистки завала направлена дорожная техника. Местных жителей призывают воздержаться от поездок в горные районы до полной стабилизации ситуации. Круизный лайнер MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, прибыл к Канарским островам. Власти Испании разработали специальный протокол для эвакуации людей с судна. Они также заверили, что прибытие MV Hondius к берегам Канарских островов не несет риск для местного населения. Отмечается, что иностранных пассажиров планируют репатриировать в их страны. Уже подготовлены или согласованы рейсы для ряда государств ЕС, а также Великобритании и США. Для стран, которые не смогут самостоятельно организовать вывоз своих граждан, Испания готовит дополнительные варианты совместно с Нидерландами, судовладельцем и страховой компанией. Ожидается, что после завершения процесса эвакуации судно примерно с 30 членами экипажа отправится в Нидерланды, где будет проведена его дезинфекция. Всего на судне хантавирус был выявлен у 8 человек. 3 пассажиров умерли, 1 заболевший находится в больнице Йоханнесбурга в критическом состоянии. В канадском городе Дельта, пригороде Ванкувера, произошло сюрреалистичное ДТП, кадры которого мгновенно разлетелись по всему миру. После столкновения с легковым автомобилем мотоцикл взлетел в воздух и повис на опоре светофора прямо над оживленным перекрестком. Водитель мотоцикла выжил, его экстренно госпитализировали с серьезными травмами, которые, однако, не представляют угрозы для жизни. Водитель легкового автомобиля в результате инцидента не пострадал, хотя его машина получила значительные повреждения. Чтобы снять мотоцикл, застрявший в опоре светофора, на место была вызвана спецтехника. В уезде Чанхуан на Тайване произошел крупный пожар, охвативший заброшенное промышленное предприятие в районе городка Луган, расположенное в непосредственной близости от скоростной автомагистрали. Возгорание началось на территории завода по переработке отходов в районе Луньцзэвэя. Из-за большого количества скопившегося внутри пластикового мусора и легко воспламеняющихся материалов огонь быстро распространился, охватив площадь более 1300 квадратных метров.
Густой черный дым был виден на расстоянии нескольких километров. Пожарным удалось локализовать пламя, предотвратив его перекидывание на соседние строения. Однако на полную ликвидацию огня ушло еще несколько часов. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Эксперты ведут расследование для установления точных причин возникновения пожара. На Солнце зафиксирован рост активности, связанный с появлением новой группы пятен под номером 4436, которая только недавно вышла из-за обратной стороны солнечного диска. Вчера в этой области произошла вспышка интенсивностью М5,7, ставшая вторым серьезным событием в данном центре за последнее время. Ранее, 7 мая, здесь уже была зарегистрирована вспышка класса М2,6, которая также сопровождалась заметным выбросом плазмы. Текущая траектория выброса после вчерашнего события пока не представляет прямой угрозы для нашей планеты, однако ситуация может измениться в ближайшие дни. Учитывая трехдневный интервал между последними взрывами, ученые предполагают, что именно столько времени требуется группе пятен для накопления энергии. Если эта цикличность сохранится, следующую мощную вспышку можно ожидать уже в среду, 13 мая. К этому моменту область переместится в геоэффективную позицию, так называемую зону влияния, откуда любые солнечные выбросы направляются прямым курсом к Земле, что значительно повышает риски возникновения сильных магнитных бурь во второй половине недели. В северном пригороде Парижа вспыхнул крупный пожар в районе международного аэропорта Шарль-де-Голь. Очаг возгорания находился на промышленном объекте в непосредственной близости от взлетно-посадочных полос авиагавани. Огонь охватил складское помещение кондитерской фабрики Le Gourmet Parisien и почти полностью уничтожил здание склада. К тушению были привлечены около 60 пожарных, им удалось локализовать и потушить огонь, предотвратив его распространение на соседние промышленные постройки. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Инцидент не повлиял на график полетов. Прием и отправка рейсов осуществлялись в штатном режиме. Сильный пожар практически полностью уничтожил популярный ресторан Ланчанг Тайфуд Муката в городе Семених в малазийском штате Селангор. Огонь быстро распространился по всему зданию, вызвав панику среди жителей близлежащих районов и посетителей соседних заведений. Несмотря на оперативное прибытие пожарных, пламя охватило всю площадь ресторана и привело к его фактическому выгоранию до основания. По предварительным данным, сообщений о погибших или серьезно пострадавших в результате пожара не поступало. Очевидцы отмечали, что огонь распространился молниеносно, едва оставив время на эвакуацию. Специалисты пожарного департамента проводят расследование для установления точных причин возникновения возгорания. Индия провела успешное испытание усовершенствованной версии баллистической ракеты семейства «Агни», оснащенной технологией разделяющихся головных частей индивидуального наведения. Пуск был осуществлен с полигона на острове имени доктора Абдул-Калама у побережья штата Одиша. В ходе тестов ракета доставила несколько боевых блоков к различным целям, расположенных на значительном удалении друг от друга в акватории Индийского океана. Особенностью испытанного образца является способность одной ракетой поражать несколько стратегических объектов одновременно, что значительно усложняет задачу для систем противоракетной обороны противника. Дальность действия ракет серии «Агни» последнего поколения превышает 5000 километров, что позволяет им достигать большинства точек в Азии и части Европы. Испытание также рассматривается как важный шаг на пути к созданию полноценной межконтинентальной баллистической ракеты «Агни-6» с предполагаемой дальностью до 10 000–12 000 километров. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.